Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале. Сегодня, дорогие друзья, мы будем готовить ребрышки в духовке с картошкой. Ребрышки у нас непростые. На днях я ездил на охоту и добыл кабана. И будем готовить мы кабани ребрышки. Вы можете под этим рецептом приготовить свиные, бараньи ребрышки, также говяжьи, разницы нет. Для рецепта нам понадобится ребра, лук, чеснок, горчица, соевый соус, сладкий чили соус, из специй соль, перец, кориандр и хмели сунели. Возьмем еще придать кавказского аромата. Картофель мы будем мариновать отдельно. Для картошки нам понадобится соль, перец, хмель сунели. Приступим, друзья. Возьмем емкость. Возьмем ребрышки, присолим их. Немного у нас еще будет соевый соус. Чем мне нравится кабанятина, в отличие от свинины, структура сала у кабана совсем другая. В готовом виде она уже такое же плотное, почти как мясо. Поперчим ребрышки. Возьмем зерна кориандра. Чайной ложки будет достаточно. Помолим их. И отправим к ребрышкам. Добавим хмели сунели. Возьмем 6 зубчиков чеснока. Сладкий чили соус, чтобы придать остроту ребрышкам. 50 граммов сладкого чили нам будет достаточно. Возьмем 3 ложки горчицы. И все тщательно перемешаем. Обваляем ребрышки в горчице. Ребрышки я подготовил. Ложим в сторону. Нарежем лук. Лук нарезаем произвольно. Я буду нарезать четверть кольцами. Он в нашем блюде будет выполнять роль подушки. Лук мы подготовили. Подготовим картофель. Для этого возьмем соль, перец и специи хмели сунели. Добавляем масло 30 граммов. И перемешиваем. Возьмем противень, пергаментную бумагу. Сделаем подушку из лука. Лук сверху посолим. Этот тоже. Выкладываем на пергамент ребрышки. Поверх ребрышек кладем картофель. Оставшийся соус от ребрышек польем сверху. И накроем сверху еще все это луком. Закроем все это пергаментной бумагой. Сделаем из пергаментной бумаги конверт. Возьмем обычный канцелярский степлер и запечатаем конверт с ребрышками. Я часто применяю пергаментную бумагу в запекании.
каких-либо блюд, потому что после нее не надо мыть противень и духовку. И отправляем наши ребрышки на 1:40 в духовку, нагретую до 190 градусов. Дорогие друзья, у нас прошло 1:40, кабаньи ребрышки готовы. Достанем, посмотрим, что у нас получилось. Аромат чесночка. Ребрышки. По краям картошечка, лучок с соусом. Красиво, ароматно, вкусно, сытно. Вы то же самое можете проделать с ребрышками из баранины, с ребрышками из свинины. Такое простое, вкусное, ароматное блюдо у вас получится. Вот этот вот соус с чесночком, который выделился из лука, из мяса. Дорогие друзья, вот такие у нас ребрышки сегодня получились. Удачно я сходил на охоту. Сейчас попробуем их, заценим. Надрежем. Чем мне нравится кабан. Вот сало в готовом виде, обратите внимание, оно стало плотное такое, как мясо. И цвет даже приобрело мясо, в отличие от свиного. Ай, какие смачные ребрышки у нас. Картошечка. Какая мужская еда без картошки и без ребрышек? Скажите мне. Мужчина должен питаться дорого и богато. Картошечка. Картошечка, вот эти вот специи, которые мы обваляли, еще этим соусом пропитался. Вообще вкусно. Ребрышки. Тает во рту. Вкуснота. Что я вам могу сказать? Я готовлю это блюдо не первый раз. Уже знаю результат, какой получится. Но со свиных ребрышек не готовил, но могу сказать, будет не хуже. Такой же будет вкус и аромат. Картошечку, вот еще вот соус тут обвалять. А ребрышки. Дорогие друзья, не буду вас томить. Вы уже готовы идти за продуктами и готовить данное блюдо. По традиции я хочу поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения. Пожелать им счастья, здоровья, мирного неба над головой, тепла в доме, любви, хороших людей рядом. А вы, друзья, готовьте по моим рецептам, готовьте вместе со мной, пишите ваши отчеты. Я все комментарии внимательно читаю и на все стараюсь отвечать. До скорых встреч. Всего доброго. С вами был Волоха.